Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. На главной странице, да, там где написано видео, сообщество, канала, канале и так далее. Там есть раздел плейлисты. Заглядывайте. Выбирайте нужный вам плейлист, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет. Слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. И я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас уже есть 2 узорчика именно с такой палитрой. Очень интересные ниточки и очень интересные переходы. И с новым, получается, узорчиком, возможно, да, для палантина, но дальше вы смотрите на свое усмотрение. То есть вы можете использовать любую пряжу, не только как у меня, и использовать вы можете не только для палантина, но и для кофточек, для кардиганчиков и так далее. Итак, что, меньше слов, больше дела. Итак, новички, кто еще не знает эти ниточки, смотрите, Alize Angora Gold называется, палитры у них разные, то есть не только этот цвет. Идем далее. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Состав: 80% акрила, 20% шерсти. Ну, естественно, получается Angora Gold батик, да, то есть добавляем батик, секционное окрашивание. Цвет, внимательно смотрите, кому понравится, 62-77. Идем дальше. Что он говорит производитель по поводу крючка? Итак, крючок, говорит, берите от 2 до 4. Я беру 3. Я попробовала 3, плотность моя вязания меня устраивает. В принципе, как ложится узорчик, мне тоже устраивает. А вы пробуйте 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Смотрите, да, то есть чем меньше крючок, тем плотность вязания будет больше, да, узорчик будет поплотнее. Чем больше крючок, да, то, естественно, будет более рыхлое воздушное вязание. Какой эффект вы хотите? Итак, на картинке здесь нарисована какая-то, да, шалька, наверное, накидочка. То есть производитель нам говорит, что очень хорошо смотрится в шальках, в накидках, в палантинчиках и так далее. Вот. Пробуем? Пробуем. Узорчик, схемку, да, схемку к этому узорчику я прилагаю. Вот какого качества она есть. Далее, смотрите, схемка ходит, получается, по интернету в полном доступе. То есть возможно, спокойно можно вязать. Найдется хозяин, мы, конечно, добавим имя хозяина этой схемки. И кому необходимо, пишите в Инстаграм, я вам продублирую в Инстаграме схемку. Договорились? Ну что, приступаем. Кто давно на канале, знают, что я делаю небольшие образцы, ну, 30 петелек плюс-минус. Сегодня мы с вами, у нас раппорт узорчика будет 8 петелек, так? И мы с вами, получается, наберем, давайте, 37 воздушных петелек, да, то есть наберем раппорт узорчиков и красиво закончим, да, то есть дополнительно наберем петельки, пусть будет 37. Итак, все как всегда. Вначале мы с вами делаем петельку фиксации. Мы ее, получается, при наборе наших петелек в дальнейшем не считаем. Угу. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. есть. А теперь опытные мастера, мастерицы смотрят схемку и продолжают вязать узорчик, да? А мы с новичками сделаем себе дополнительный вспомогательный ряд, чтобы в наших петельках нам не запутаться. Итак, повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом называется. Накид в следующую петельку. Ее хорошо сейчас видно, да? Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И в следующую точно так же. Когда вы уже наберетесь мастерства, опыта, да, вы можете не делать этот вспомогательный ряд. Вы сразу же будете отсчитывать, сколько необходимо воздушных петелек, и не запутайтесь. А пока для начала и не сложно, и вы набьете руку столбиками с накидом. Итак, до конца ряда делаем столбики с накидом. Угу. И не забываем, что вот эти 3 петельки подъема, 1, 2, 3, это тоже столбик с накидом, это имитация. Поэтому его тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть сейчас у меня здесь 7 столбиков с накидом. Если я набирал 37 воздушных петелек, да, у меня должно получиться 37 столбиков. А вы уже считаете, сколько вы набрали петелек, столько и столбиков. То есть не больше, не меньше. Контролируйте себя, считайте. Все, до конца ряда вы справитесь. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, какой очень красивый цвет, да?
Итак, вот мы, получается, сделали 37 столбиков. В моем случае, да, я набирала 37 петелек, 37 столбиков с накидом. И теперь заметьте, как нам будет легко очень провязывать дальше узорчик. Итак, воздушную петельку сделали, поворот, ныряем сюда же, в эту же петельку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. А теперь делаем накид. Один столбик, верхушку столбика пропускаем, и в следующий столбик мы ныряем и провязываем веерочек из 5 столбиков с накидом. Раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4, накид сюда же, 5. Вот наш веерочек, 5 столбиков с накидом. Далее что мы делаем? Пропускаем один столбик, верхушку столбика, в следующий ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. А пропускаем в столбиках, получается, 3 столбика. Раз, два, 3. Столбики пропускать легче, чем петельки. Ныряем в 4 столбик, провязываем столбик без накида. То есть у нас получается веерочек и вот такая вот арочка. Далее накид. Опять один столбик пропускаем, следующий столбик провязываем веерочек из 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и 5. 5 столбиков с накидом. Опять веерочек. Далее столбик пропускаем, следующий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В 4 ныряем, провязываем столбик без накида. И все, и так далее. То есть вы чередуете веерочек, арочка, веерочек, арочка. И так до конца. Веерочек, арочка, веерочек, арочка. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Видите, не сложно, но зато потом будет красиво очень. Давайте, встречаемся в конце ряда. Итак, смотрите, вот такая вот красота получилась аккуратная. Провязали практически до конца, потому что хочу вам здесь показать, как заканчиваем ряд. Вот наш последний веерочек, так. Вот мы один столбик верхушку пропускаем. И вот 3 петельки подъема, мы говорили, что это имитация столбика, поэтому в 3-ю петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд мы закончили. Далее делаем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И далее 2 воздушные петельки узорчика. Раз, 2. Теперь смотрите, вот наш веерочек, и мы должны присоединиться к 3-му столбику веерочка. Отсчитываем. Раз, два, 3. То есть самый средний столбик. Нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Есть. Далее делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Ныряем вот в эту арочку. Вы пока просто повторяйте, да, потом поймете принцип узорчика и провязываем столбик без накида. Видите? У нас получился как бы такой вот пол, скажем, нашей арочки и целая арочка. Теперь смотрите, вот наш веерочек. Теперь мы делаем накид, и перед веерочком, помните, был столбик без накида. Ныряем вот в верхушку этого столбика и провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Итак, раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. 5 столбиков с накидом. Вот он наш веерочек. Далее присоединяем этот веерочек к этому веерочку. Опять отсчитываем 3-й столбик. Раз, два, 3. То есть к среднему самому центральному столбику присоединяемся столбиком без накида. Угу. А далее смотрите. Накид и наш веерочек заканчивается тоже столбиком без накида. Помните, да, предыдущего ряда? Вот мы этот столбик опять ныряем и провязываем еще один веерочек из 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, 4, 5. Вот, то есть у нас получается перед, вот, да, наш веерочек в первом ряду, перед веерочком и после веерочка сделали по веерочку. Понятно? Далее мы должны этот веерочек тоже присоединить, поэтому мы ныряем вот в эту вот арочку. Помните, арочку делали? Ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Понятно? Теперь получается у нас идет опять, видите, веерочек. Мы сейчас делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Ныряем в средний столбик, в 3-й. Делаем столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И получается ныряем в следующую вот эту вот арочку. Оп. И опять столбик без накида.
Понятно? У нас получается здесь было пол арочки, арочка, 2 веерочка, да? А здесь получается вот та же самая половинка арочки, только она будет целая. Целая арочка. И вот у следующего веерочка спереди и сзади, да, веерочком будем делать точно такие же веерочки. Понятно, да? Итак, столбик без накида ныряем и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Отсчитываем третий столбик. Раз, два, три. К третьему присоединяемся столбиком без накида. И за веерочком стоит столбик. Мы к нему присоединяемся и опять привязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Понятно? То есть вот так у нас получается. Веерочек, веерочек, а здесь мы сделали арочка, арочка. Веерочек, веерочек, значит дальше у нас будет арочка, арочка. Итак, вот к этой арочке присоединяемся, провязываем столбик без накида. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И присоединяемся к следующему веерочку, к третьему. Раз, два, три столбику с накидом. Делаем столбик без накида. А здесь получается у нас будет пол арочки, да? Здесь полная арочка, а здесь половинка. Значит, 2 воздушные петельки, накид. И вот получается у нас здесь был столбик без накида. Ныряем в этот столбик без накида и провязываем столбик с накидом. Оп, оп. Все, ряд мы закончили. То есть я провязала этот ряд вместе с вами. То есть вот видите, что должно получиться у вас. Красота, красота. Идем дальше. Итак, вот мы, получается, закончили ряд. Далее делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же, в этот, получается, столбик, ныряем и провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И перепрыгиваем вот в эту арочку. Делаем столбик без накида. И смотрите внимательно. Получается, мы вот перед этим веерочком должны будем сделать вот этот столбик без накида веерочек. Повторяйте. Раз, сюда же. Два, сюда же. 3, сюда же 4 и 5. Вот наш веерочек. Мы опять должны его присоединить. Так, присоединяем мы вот к этому веерочку, к среднему столбику, к третьему. Столбиком без накида. Есть. А теперь смотрите внимательно. Вот между этими двумя веерочками будем делать арочку. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И сразу же перепрыгнули к третьему столбику следующего веерочка. И делаем столбик без накида. Понятно? Вот так вот у вас будет. Далее, после вот этого веерочка, да, вот веерочек, после него стоит столбик без накида, в него мы делаем еще один такой же веерочек. Раз, два, три, 4, 5. И веерочек, получается, мы должны закончить, да? То есть мы должны его присоединить. Присоединяем в арочку вот в эту вот и провязываем столбик без накида. И здесь вот на этом ряду такая закономерность. У нас идет, получается, арочка, веерочек, арочка, веерочек. Дальше точно так же будет арочка, веерочек, арочка, веерочек. Поняли, да? То есть получается, здесь мы сделали веерочек, значит, следующая будет арочка. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Присоединяемся вот к следующей арочке, столбик без накида. А здесь, получается, опять начинается веерочек. Поняли, да, принцип? Вот. То есть арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка. Здесь будет веерочек, да? Здесь будет арочка, здесь опять будет веерочек. Провязывайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот провязали практически, да, до конца ряда. И получается, мы закончили веерочком, а дальше должна идти арочка. Вот я сделала 5 воздушных петелек, и как заканчиваем ряд. Помните, да, здесь у нас было 3 петельки подъема, а потом 2 петельки по узорчику. Так вот, эти 2 петельки мы пропускаем, так, и в третью петельку мы подъема ныряем и провязываем столбик без накида. Вот. То есть у нас закончился ряд вот нашей арочкой. Все, отлично, красота. Идем далее. 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. Теперь смотрите, делаем накид и ныряем сюда же, в этот же столбик, и провязываем сюда же 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Далее смотрите, повторяйте, да? Вот наша арочка. Мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Далее смотрите, накид, вот веерочек, и столбик, который находится перед веерочком, ныряем и провязываем веерочек.
Раз. Из 5 столбиков тоже. 2, 3, 4, 5. Понятно? Вот. Перед веерочком. Далее, получается, присоединяемся к веерочку и провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И вот наша арочка. Мы, получается, ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И ныряем вот в наш веерочек в средний ряд, в средний, получается, столбик в третий считаем. Раз, два, три. Нырнули, провязали столбик без накида. И заканчиваем, получается, вот этот наш веерочек. Вот он, столбик без накида. Мы провязываем в него веерочек еще один. Раз, два. То есть веерочки поняли, да? Все время из 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Видите? То есть получается у нас веерочек, арочка, арочка, веерочек. А если внимательно посмотреть, видите, они так как бы рядочком идут. В одну сторону, рядочек такой, скажем, плотненький, в другую сторону. После того, как провязали веерочек, обязательно нужно его присоединить. Присоединяем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. И у нас опять начинается веерочек, и мы, получается, перед веерочком вот этим, да, а потом после веерочка вот этого будем делать тоже веерочки. Веерочки, веерочки, все в веерочках. Итак, давайте вместе провяжем. Раз, два, 3, 4 и 5. Далее веерочек нужно прикрепить, правильно? Прикрепляем его к третьему столбику предыдущего веерочка. А далее у нас тут вот точно такие же две арочки. Раз и два из 5 воздушных петелек. Итак, раз, два, 3, 4, 5. Присоединяем в арочку, провязываем столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Переключаемся, получается вот наш веерочек и провязываем столбик без накида. Далее смотрите. Вот после веерочка провязываем веерочек, как и договаривались. Раз в столбик без накида. 2, 3, 4 и последний столбик 5. Есть. И получается, мы должны присоединить вот этот вот столбик, да, в арочку. Присоединяем. И у нас здесь должно закончиться вот в этот столбик наш без накида, так скажем, пол веерочка. Поэтому делаем накид и провязываем всего лишь только 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Вот, смотрите. У нас как бы такая вот волна, да, сейчас получается из наших веерочков. Видите? А получается, из арочек получаются вот такие вот окошечки. Класс? Класс. Идем дальше. Итак, вот наш ряд мы закончили. Делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же делаем столбик без накида. И теперь смотрите. Вот наш как бы пол веерочка, да, и веерочек. Между ними столбик без накида. Ныряем в столбик без накида, провязываем полноценный веерочек из 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Далее этот веерочек нужно присоединить. Помним, да? Присоединяем к центру предыдущего веерочка, к третьему столбику, столбиком без накида. А теперь смотрите, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И ныряем вот в эту вот арочку, да, в эту арочку. И провязываем столбик без накида. Далее накид. И вот в этот вот столбик, вот наш столбик без накида, который в предыдущем ряду был, мы сюда провяжем веерочек. Раз, сюда же 2, сюда же 3, 4 и 5. И присоединяем, да, наш веерочек вот в эту арочку. Оп, и присоединили. Дело в том, что особенность этого ряда, то, что вы будете чередовать веерочек, арочка, веерочек, значит, следующая будет арочка. Раз, два, 2, 3, 4, 5. И присоединяем, получается, к центру веерочка. Это третий столбик. Оп, столбиком без накида. Смотрим. Раз у нас идет чередование, да, как мы договорились, веерочек, арочка, следующий будет веерочек,
накид. И вот между двумя веерочками, вот столбик без накида, в него ныряем и провязываем веерочек. Раз, два, три, 4, 5. Веерочек нужно присоединить, правильно? То есть он должен у нас быть плотно присоединен. Оп, к следующему получается веерочку, к третьему столбику. Все. Далее получается у нас идет опять по очереди, да, после веерочка, арочка и так далее. Все, давайте, не сложно, да, видите, как бы такая волна, мы ее закроем. Давайте до конца ряда продолжаем. Опять сейчас будет арочка, арочка, веерочек. И здесь я вас в конце ряда встречаю. Будет супер. Давайте. Так, смотрите. Ну, красота, красота. И как мы заканчиваем ряд? Вот мы сделали, получается, веерочек. И у нас здесь было пол веерочка, помните, в предыдущем ряду? И вот мы к третьей петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сюда же ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее мы должны, получается, пол нашего веерочка присоединить. Да? Мы присоединяем, получается, к этому веерочку, к третьему столбику, столбиком без накида. Вы уже знаете. Идем далее. Вот наш столбик без накида после веерочка. Мы в него провязываем еще один веерочек. Раз, два, три, 4 и сюда же 5. Веерочек должен куда-то присоединяться, правильно? Значит, куда ныряем? Вот, в арочку нырнули, присоединили столбиком без накида. Видите, у нас получается как бы пол веерочка и веерочек. Далее, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Ныряем вот в этот, получается, наш веерочек. В третий столбик присоединяемся столбиком без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И присоединяемся вот к следующей арочке столбиком без накида. А теперь, получается, мы должны будем сделать перед нашим вот этим центральным веерочком, главным, да, сделать точно такой же веерочек. Раз, два, два, 3, 4, 5. Есть. И присоединяем его к третьему столбику предыдущего веерочка. Есть. И опять после этого же веерочка опять делаем такой же веерочек. Раз, два, 3, 4, 5. Присоединяемся вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Видите? То есть у нас вот пол веерочка, да, вот эти самые. Вот, получается 2 веерочка, 2, получается, арочки. Опять 2 веерочка, далее будут 2 арочки. То есть, если вы внимательно посмотрите, то мы так уже с вами вязали. Вот, вот у нас был ряд. 2 веерочка, 2 арочки. 2 веерочка, 2 арочки. Помните? Все, давайте до конца ряда. Сейчас у вас будет 2 арочки. Потом будет у вас веерочек и еще такой вот пол веерочка. До конца самостоятельно здесь я вас встречаю. Так. Самостоятельно справились, да? Провязали до конца ряда. То есть, получается, у нас здесь был веерочек, а здесь всего лишь только 3 столбика от веерочка. Итак, идем далее. Воздушная петелька, поворот, и сюда же провязываем столбик без накида. Далее у нас тут 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И присоединяемся вот опять к нашему веерочку, опять к третьему столбику. То есть ничего особенного, да, все одинаково. Единственное, что нужно просто распределить, где когда будут веерочки, где когда арочки. Итак, вот наша арочка готова. Далее, после веерочка в столбик без накида ныряем и провязываем веерочек. Раз, два, 3, 4, 5. И в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Угу. Получается, ряд этот будет чем как бы особенным? Тем, что вы будете опять провязывать по очереди. Арочка, веерочек. Дальше будет у вас арочка, веерочек, арочка, веерочек. То есть после веерочка делаем арочку. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Присоединяемся вот в эту арочку, столбик без накида. А после арочки договорились, будет веерочек, да? Вот в этот столбик ныряем, провязываем веерочек. Несложно. То есть вы уже так провязывали, да? У нас уже было таких 2 ряда. Так, третий столбик, 4-й столбик и 5-й столбик. Все.
И получается, веерочек нужно присоединить. Присоединяем к следующему, к предыдущему веерочку, к третьему столбику. Все. И так далее. То есть весь ряд вы по очереди. Арочка, веерочек, арочка, веерочек. Дальше у вас будет арочка, веерочек, арочка, веерочек до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Все, давайте, вы молодцы. Так, смотрите, и вот мы заканчиваем наш ряд, делали 5 воздушных петелек и присоединяемся, вот у нас был пол веерочка к третьей петельке, да, подъема, и делаем столбик без накида. Все, вот видите, какая получается красота. Вот наш ромбик, которого мы добиваемся, да, вот раз, теперь он будет у нас соединяться. В принципе, он у нас уже с вами соединился вот здесь вот, да, то есть видите, это тоже повторение. Вот центральный вот этот вот веерочек. Ну, давайте с вами провяжем еще и посмотрим наш полноценный ромбик, как это должно выглядеть. Понятно? Все, давайте дальше. Дальше по узорчику получается. У нас идут 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот и 2 петельки воздушные по узорчику. Раз, два. То есть получается 5 воздушных петелек мы здесь сделали. И теперь присоединяемся вот в этой арочке и провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И присоединяемся вот к этому веерочку и провязываем столбик без накида. А теперь получается, мы должны будем провязать 2 веерочка вот за этот столбик и за этот столбик и присоединяться вот в этой арочке. Поняли? Так мы закроем наш ромбик. Итак, раз, два, 3, 4, 5. Есть, веерочек готов. Первый. Присоединяем вот к этой арочке, делаем столбик без накида и провязываем еще один веерочек вот за этот столбик. Раз, два, 3, 4, 5. И мы должны его тоже присоединить. Получается, здесь мы присоединяем его к третьему столбику нашего веерочка. Видите? Вот наш ромбик, видите, закрывается. Вот, а в центре вот такая вот как бы жемчужинка, да, тоже из веерочка, так скажем. Все, и получается, что мы сделали? У нас здесь получается пол арочки, арочка, 2 веерочка, так? Далее у нас идут опять 2 арочки, потом 2 веерочка, поняли, да? То есть ряд состоит из 2 арочек, 2 веерочка, 2 арочки, 2 веерочка. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Мы уже так с вами, помните, провязывали. Вот здесь вот. Вот у нас были 2 веерочка, 2 арочки. Да? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш практически ромбик, да, чик-чик-чик-чик. И как мы заканчиваем наш ряд? Тут, получается, должно быть пол арочки, да, помните, мы как заканчиваем точно так же, как начинали. То есть 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к столбику без накида, присоединяемся столбиком с накидом. Вот. То есть мы закончили точно так же, как мы этот ряд и начали. Итак, заканчиваем наш ромбик. 1 воздушная петелька, поворот и сюда же мы провязываем столбик без накида. Далее смотрите. Вот получается пол арочки и вот этот столбик без накида. Ныряем вот в этот вот столбик без накида и провязываем веерочек. Раз, два, 3, 4, 5. И присоединяем веерочек обязательно, да, вот в эту арочку. Раз, и присоединили столбиком без накида. Далее делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И присоединяемся вот опять к веерочку, к третьему столбику, столбиком без накида. А теперь смотрите, между 2 веерочками находится столбик без накида, и мы в него ныряем и провязываем 5 наших столбиков опять. То есть заканчиваем наш ромбик последним уже веерочком. Так, это уже 3 столбик, 4 столбик и 5 столбик. Далее должны присоединить, да, веерочек. Вот к этому присоединяем столбиком без накида. И какая получается у нас здесь с вами будет особенность? У нас с вами особенность данного ряда, что мы чередуем веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка. Поняли? То есть мы так с вами уже делали, уже неоднократно. Давайте до конца ряда и покажем, как вот так вот ромбик закроется. Угу. Давайте до конца ряда. Так, ну что, смотрите, вот видите, мы, получается, сами, когда начали вязание, мы провязывали от середины нашего ромбика, да, то есть, смотрите, вот эта сердцевинка, вот серединка нашего ромбика, и он закончился. И дальше начинается следующий ромбик, правильно?
А здесь получается рядышком в шахматном порядке новый начался ромбик, и мы его с вами закончили. То есть мы как бы провязали, вот он, полноценный ромбик. Поняли, да? Вот. И теперь получается у вас еще полромбика уже приготовились, да? Теперь вы должны будете их закрывать. Закрываете вы их точно так же, как здесь. Когда будете закрывать, естественно, вы начинаете провязывать рядом стоящий ромбик. Ну, суть, принцип поняли, да? Давайте провяжем несколько рядочков, вырастим наш образец и посмотрим, что в итоге получается. Будет очень-очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, какая получается красота. Вот наши ромбики, да, которые мы... Вот я вам показывала. Вот он, целый полноценный ромбик. Вот он, полноценный ромбик. Видите, начали мы с полромбика, так? И получается, далее идет целый ромбик, опять половинка. А здесь, наоборот, в шахматном порядке целый ромбик, целый ромбик. Вяжется очень просто. Вы смотрите, получается, рядочки же друг за дружком повторяются. Вообще повторяются. И все, вы сами себя контролируете, где на каком этапе вы будете здесь делать либо веерочек, либо арочку. Вообще не сложно. За счет воздушных петель, гляньте, какой он тянется. И получается он же еще какой двусторонний. Видите, вы можете использовать и одну сторону, и другую сторону. Это может быть и палантинчик, да, это может быть шарфик, это может быть из теплых, да, ниточек, из плотных ниточек, это может быть из снуд, то есть зимний вариант, да. Это может быть кардиганчик, что зимний, кардиганчик, что летний, это может быть топичек. Вариантов, идей много. Опять же, жду ваши комментарии, где можно использовать данный узорчик. А кто вязал этим узорчиком, рассказывайте, как вам. Я считаю, что вяжется очень быстро. Давайте замерим. Очень быстро, легко, не замудрено, да, но эффектно. Итак, если мы набирали, получается, 37 воздушных петелек этой пряжей, этим крючком, этой плотностью вязания, да, то есть, в принципе, это получится, ну, вот 22 сантиметра. А здесь давайте посчитаем рядочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот эти два наборных как бы ряда, да, 18, 19. 19 рядочков. Так, это получается 16 сантиметров. Я считаю, что очень даже неплохо. Смотрите, как я здесь закончила ряд. Я, получается, провязала к верхушке, получается, веерочка, столбик без накида, да, и, получается, в арочку столбик без накида, а между ними 3 воздушные петельки. Вот, 3 воздушные петельки, опять к верхушке присоединилась веерочка, столбиком без накида, 3 воздушные петельки, к арочке присоединилась столбиком без накида. Поняли, да? То есть столбиками без накида, между ними по 3 воздушные петельки. А далее, получается, там, где столбик, столбик, там, где 3 воздушные петельки, 3 столбика. Столбик, столбик. 3 воздушные петельки, 3 столбика. Вообще ничего сложного, не замудрено. Угу. Еще смотрите, какой интересный факт. Данным узорчиком, только без вот этого веерочка, мы уже с вами вязали. Кто-то, может быть, вязал, кто-то нет. Я ставлю ссылочку справа наверху на шаль. У нас была вот такая вот шаль, смотрите. Она вяжется вот от угла и вот так вот расходится в разные стороны. То есть вы можете определять сами размер этой шальки. Видите, те же самые ромбики. Единственное, что здесь веерочков нет. Вы можете здесь добавить, вы можете здесь убрать. Но сам факт, что можете взять и палантин, и шальку. Договорились? Смотрите ссылочку с данной шалькой. Вяжите с большим удовольствием. Будет очень здорово, классно. Угу. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Не забудьте обязательно подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новинки на канале. И внизу под видео справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками» в различных соцсетях. Делитесь, пожалуйста, заранее вам спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.